Sen de hiç utanma yok mu ya? Kızını daha yeni kaybetmiş bir kadının acısından nemalanıyorsun. Utanıyorum, evet. Annem para aldığı için utanıyorum. Emre beni bıraktığı için utanıyorum. Kendi hayatımı kontrol edemediğim için utanıyorum. Ama en çok benimle böyle konuşmana izin verdiğim için kendimden utanıyorum. O kız hasta. Ben annesine para verdim diye onunla kavga etti. Evinden oldu sonra. Şimdi de senin yüzünden çekti gitti. Anne! Eğer ona da bir şey olursa seni asla affetmem parası. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Вернется ли Аслы в дом, который она покинула после трансплантации, узнав, что ее мать отобрала деньги у Рейхан? Будут ли Рейхан и Аслы жить вместе? Что произойдет, когда Рейхан захочет позаботиться об Аслы? Почему тетя Мелике, Фиген и другие родственники Рейхан не хотят видеть Аслы? Сблизятся ли Арас и Аслы? Что произойдет между ней и Аслы после предательства Эмре? Как Аслы справится со всем пережитым? Узнают ли ее дети об отношениях Хюльи и Акана? В новых сериях Чапаренты бремя, которое Аслы носит в своем сердце, станет еще тяжелее. Чудо, которое она переживет после трансплантации, станет для нее символом перерождения, но это чудо также принесет ей мучительный путь. Когда Аслы узнает, что ее мать, Хюлья, тайно брала деньги у Рейхан Ханем, ее мир рухнет. Хотя она знает, что мать борется за нее, сокрытие этой правды подорвет ее доверие. Со слезами на глазах она отвернется от матери и покинет дом, стремясь жить самостоятельной жизнью. Но ритм биения сердца и ответственность, которую она несет, каждый раз будут тянуть ее назад. Она будет вынуждена вернуться в покинутый дом, потому что полностью оторваться от родного места будет невозможно. Рейхан Ханем, в свою очередь, будет стремиться еще больше сблизиться с Аслы. Зная, что сердце ее дочери бьется ради Аслы, она почувствует неописуемую связь с ней. Она предпримет шаги, чтобы защитить Аслы, взять ее с собой и изменить ее жизнь. Когда она предлагает жить с ней, ее глаза наполняются слезами, а дрожь в голосе разрывает сердце всех. Но эта ситуация станет невыносимой раной для Хюльи. Мать, годами боровшаяся за жизнь дочери, будет убита горем из-за готовности другой женщины с такой готовностью взять на себя ее контроль. Этот конфликт между двумя матерями тронет сердце зрителей, и Аслы окажется в центре событий. Тетя Мелике, Фиген Ханем и другие родственники семьи Алкан не захотят видеть Аслы. Они считают, что Аслы, которая носит сердце Мелике, не сможет ее заменить. Более того, они даже не захотят, чтобы Аслы переступала порог дома Рейхан. Они будут унижать ее резкими словами и попытаются отдалить Рейхан от этой связи. «Она не наша Мелике, она носит только свое сердце», — скажут они. Эти слова глубоко ранят Аслы. Но, несмотря ни на что, она, полная силы, выдержит испытание. Сближение Араса и Аслы станет самым ярким моментом этой серии. Поначалу Арас будет стараться держаться отстраненно. Встретившись с ней взглядом, он не обратит внимания на биение сердца. Но со временем он заметит проблеск надежды в глазах Аслы. Он будет поражен ее борьбой за жизнь. Стук ее сердца привлечет его к Аслы. Аслы тоже почувствует искренний взгляд Араса и не сможет устоять перед расцветающим в ней доверием. Постепенно зарождающаяся между ними связь перерастет в сильную любовь. Но эта любовь будет испытана как памятью Мелике, так и давлением семей. Каждая близкая встреча будет прерываться слезами и бурей. Тем временем предательство Эмре создаст глубокий разрыв в жизни Аслы. И без того борющаяся со здоровьем, семьей и судьбой молодая женщина будет вновь сломлена ударом, полученным от человека, которому доверяла больше всего. Ошибки Эмре откроют незаживающую рану в сердце Аслы. Когда ее связь с ним разорвется, Аслы обретет собственную силу. Она научится выживать, полагаясь только на свое сердце, не полагаясь лишь на возлюбленного. Эмре будет стремиться вернуться, но сердце Аслы больше не будет биться для него. Несмотря на все ужасные события, которые ей пришлось пережить, Аслы будет стремиться выжить. Она поймет, что сердце, которое она носит в себе, это не просто орган, а символ надежды, стойкости и возрождения.
Каждый раз, падая, она будет подниматься, вытирать слезы и продолжать свой путь. С каждым ее шагом зрители будут чувствовать одновременно боль и надежду. Отношения Хюльи с Аканом постепенно прояснятся. Когда Хюлья, женщина, долгое время молчавшая, обращается к Акану, и сокрытие этой правды от детей спровоцирует новый кризис в семье. Когда Сезин и Мурат узнают правду, разразится мощный взрыв гнева. Особенно резкие слова Мурата, сказанные матери, глубоко потрясут зрителей. Хюлья окажется перед лицом сложной дилеммы: женщина, прислушивающаяся к своему сердцу, и мать, не желающая терять доверие своих детей. Новая серия нашего сериала в очередной раз покажет, что сердце – это больше, чем просто орган, перекачивающий кровь. Сердце, бьющееся в груди Аслы, изменит как ее судьбу, так и жизни всех вокруг. Рейхан, Хюлья, Арас, Эмре и вся семья отправятся в новое путешествие под ритм этого сердца. Слезы и надежда будут идти бок о бок в каждой серии, и в каждой душераздирающей сцене зрителя ждет новое испытание. На данный момент мы достигли конца очередного анализа. Вы можете поделиться своими ценными отзывами в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока.